Я думаю, все фирменные роллинговые блесна проигрывают этому китайцу. Всем привет! Сегодня продолжаем серию роликов с тестированием блесен с Алиэкспресса. Блесна либо реплики известных фирм, как Forest, Volcano, так и совершенно непонятные какие-то модели, которые не копии ничего, что-то аутентичное. Сегодня смотрим блесну Эльтунг Песка, ссылка в комментариях. Посмотрим, что она покажет. На первом выезде, пару роликов назад, на воду, все поимки у меня были именно на эту песку. Достаточно интересная блесна. Смотрите. Начнем мы с теста в воде. В конце посмотрим вес, осмотрим визуально блесна. Ну и заключение, как всегда. Начнем водные испытания с того, что вспомним, чем отличается воблинг от роллинга. Сравним гигаберст 2,8 грамма и QM от Rodeo-Craft. Посмотрим, что такое воблинг, что такое роллинг. Слева будет QM, такой на белой подложке. Справа гигаберст на черной подложке. Думаю, теперь все, точки над «и» поставлены, что такое роллинг, что такое воблинг. Следующий тест QM Rodeo-Craft. Слева наш претендент Эльтунг Песка справа. Ну что тут сказать, Песка играет просто отлично. Если бы я не знал, кто слева, кто справа, я бы не смог отгадать, где из них QM, а где китаец. Ведем тест на паузе, как будут осыпаться блесна. Обе блесны показывают отличное диагональное отклонение, осыпаются красиво, медленно, красота. Ну и последний тест слайдинг. Вот здесь обе блесны красиво показывают рыскание и отклонение со стороны в сторону. Это вот как раз, видимо, тот же эффект, что дает боковое осыпание. Заставляет их двигаться вправо-влево. Классно играют обе блесны.
Бонусом сравним игру с Тимон Роме. Вот здесь интересный момент. Тимон Роме на высокой скорости показывает воблинговое действие. Роллинговое у него больше проявлено на медленной скорости проводки. Вид сверху, Тимон Роме снизу, песка сверху. И дополнительно сравним игру с Мусукурут, потому что было мнение, что похожа блесна на Мусукурут. Игра не похожа вообще. Да, визуальная похожесть никак не сказывается на похожести игры. Мусукурут показывает воблинговую игру, выраженную, в то время как песка чисто сохраняет роллинговое действие. Поэтому нет, блесна, конечно, не похожи по игре. Далее осматриваем блесну визуально. Ну и в конце, как всегда, заключение. Поехали. Вот наши 4 блесны. Соответственно, Эльтунг Песка, Мсукурута, QM Рудиокрафт и Тимон Роме. Ни у кого нет заводных колец, за исключением Пески. Ну, я протестировал, кольцо особо ни на что не влияет. То есть наличие кольца или его отсутствие на игру влияет крайне незначительно. Крючок здесь бородатый стоит, у всех остальных, естественно, крючки безбородые. Следующий момент – форма блесны. В принципе, они по большому счету все похожи, конечно. Такая вытянутая, как ее назвать, листочка, как листочек ивы. Форма у Роме более ромбовидная, то есть вот здесь более острые углы. У QM утолщение ближе к крючку. Ну, а Мусукурут, он, наверное, более такой овальный, чем вытянутый. Ну, и здесь форма тоже ивового листочка. Последний тест – взвешивание. Взвешиваем Эльтунг Песка. 1,78, ну почти 1,8 грамма. Для сравнения, Тимон Роме четко 2,1 грамма с фурнитурой. Мусукурута 2-граммовый 2,15. QM с номиналом 1,8 грамма весит 1,92. Ну и заключение. Мне блесна очень понравилась. Хорошая роллинговая игра. Сыплется в стороны. Сыпется или сыплется. Сыпется блесна в стороны. Ценник 139 рублей по сравнению с Тимон Роме, которая без скидок 700 с лишним. Поэтому очень интересный вариант. Если в прошлом ролике Эльтунг Пал разгромно проиграл оригинальному Палу, не показав вообще никакой интересной игры при стоимости существенной в 250 рублей, то в этот раз, я думаю, все фирменные роллинговые блесна за счет очень высокой цены проигрывают этому китайцу, который показывает неплохую игру.